Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы рассмотрим обезьянка укусила девочке пальчик. Будет ли возбуждено дело и чем вообще все это закончится? Ну, как бы вот так, чтобы было все хорошо для ребенка. Вот она, обезьяна. Вот эта девочка. Несчастный случай. К чему он приведет? Это тоже еще одна обезьяна. Вот. Смотрим дальше. И что же будет, что же будет? Вот эта карта скажет. Это защитница всех обезьян. Это мать обезьян. Так, смотрим дальше. Гемодриловна. Значит так, обезьяна девочку укусила. И что же будет, что же будет? Чтобы все было хорошо в пользу ребенка. Так, теперь смотрим. Обезьяна. Обезьяна очень осторожное животное. Это мальчик. Видимо, мальчик-король. Мальчик-король укусил девочке пальчик. Это ребенок. Это ребенок. Ребенок в стрессе, где он хотел полюбовно, любя, укусил пальчик. Это любя. Ну, как нечаянно, можно так сказать. Ну, король обезьян, можно, тут мать обезьян, да, король обезьян. Укусил пальчик, жертва. Жертва через любовное положение, где ребенок хотел угостить обезьяна, короля обезьян, едой, видите, да, пожертвование. Интересно, так карты вышли. И что же будет? Чтобы надежда на пальчик, который укусил обезьян, есть предательство и подлость. Значит, этот поступок, смотрите, будет раскручен. Тут еще дети, деньги, душа, да? Что-то тут какой-то момент очень каверзный, где при неустойчивой позиции данная ситуация может обернуться деньгами. Кто-то должен заплатить штраф. Значит, девочка, король обезьян, хотела дружески где-то там угостить его. Но какая-то мерзкая подлость ведет к тому, что дело ведется, знаете, тут без денег, да, деньги есть, денег нету, есть неустойчивая позиция в деньгах. Или моральный ущерб, или же медицинская помощь, или восстановление пальчика, да, например. Судебные дела будут? Судебные дела будут? Доведет ли это все дело до суда? Да. Суд будет. Суд будет. В этом суде для ребенка, ребенок вышел, будет оказана поздняя, это, видите, осторожно, поздняя помощь. И эта помощь рассматриваться будет в судах. Теперь суд, если будет суд, это денежный суд, это получается компенсация. Значит, будут стараться заплатить. Тут как бы мы не будем платить, да, вот как бы моральный ущерб или штраф, или восстановление пальчика. Идея, чтобы восстановиться в деньгах. В общем, много денег должно заплачено в этом суде. Но кто будет платить деньги? Или же ребенок, это карта ребенка может быть, которому будут предлагать деньги, или же для судьи от парка Тайган, от матери Гемодриловны будет какая-то материальная поддержка для судебных дел. Вот так, сейчас мы посмотрим. Интересно. Теперь суд на чьей стороне? Суд на чьей-то стороне? На стороне ребенка? Да, торжество. Суд, ты будешь на стороне парка Тайган? Отца обезьян и матери Гемодрила. Они тоже будут стоять на своем. Гемодрил тоже где-то там прав.
Видите, тут гемодрил вышел сам. И суд что делает? Тяжелое дело. Значит, смотрите, это будет рассматриваться и рассматриваться. Все еще впереди. Да, работы непочатый край. Лопатой не перекопаешь все. Лопатой копай, не копай, а делу конца нету пока. Да, это еще ого-го, это квадрат Малевича. Так что будем посмотреть. Мы только в начале пути, а конец еще долг. Ну, вот видите, обезьян, да? А почему он укусил пальчик? Давайте спросим. Он, может, ничего не кушал, бедненький король обезьян. Мать Гемодриловна не накормила тебя. Маленький ты наш обезьян. Обезьян завтракал, обедал в этот день и ужинал. Сколько он поел? Сейчас мы посмотрим. Значит так, отец обезьян, король обезьян был сытый утром, в обед и вечером. Так, смотрим. Вот завтрак короля обезьян, который укусил девочку, которая хотела с ним подружиться и дала ему еду. Еда была... Король обезьян, смотрите, он с другим обезьяном, они забыли свой вчерашний день. Они начали утро, были голодные. Значит, они со своим другом были голодные. Он был не один голодный. Обед. Обед должен был подойти. Этот обед на двоих. Видимо, там еще какой обезьян есть, который тоже хотел кушать. Господи, бедное животное. К вечеру ничего не было. Новостей об ужине не было. Почему обезьяна голодная? Значит, у него есть там свои товарищи есть. И они все были голодные. Помните, лев, малыш был голодный, и он смотрел на Гемодриловну и говорил, почему ты мне вкусняшки не принес? Вот тут то же самое. Они вдвоем, несчастные, ждали ужин. Но ужин был скудный, потому что помощник, работник, почти что ничего не принес. И они вдвоем почти что остались голодные. Значит, у входа продается специальная еда, чтобы люди кормили этих зверей за счет посетителей. Ну, вот такая жизнь у обезьян. И бедные два короля, видите, два мальчика, два самца, видимо. Ну, там, может, еще девочки у них есть. Но два самца были голодные. Конечно, тут не то, что палец откусишь, и руку. В общем, вот так вот. А мать Гемодриловна, получается, не следит за этим. Так, завтракала ли она в этот день? Чем она занималась? Завтрак у Гемодриловны и был, и есть, и будет. Был ли он у нее в этот вечер? Сейчас посмотрим. Чем же она питалась? Это мать Гемодриловна. Так. И был у нее в этот день завтрак, и есть обед. И вот ее ужин. Смотрим. Гемодриловна, что ты кушала в этот день, когда твои обезьяны были голодные? Тут получается вот эта вот карта океан, море, да? Эта вода была очень хитрая вода. Значит, она какой-то состав употребляла. Это хитрое, это действительно по стихиям, это море. Значит, в этом море много элементов. Элементы бывают разные. Белые, черные, красные. Изощренный элемент она выпила. Может, кофе, знаете, а может, огненную воду. Потому что это воздух. Это был завтрак. Вот ее ужин. Продолжение банкета. Продолжает она петь то, что пила и утром. Это было за столом не... Она пила не одна. Значит, утром была пьянка, и в обед была пьянка. Значит так, получается огненная вода изощренная. Это воздух, значит, она издавала запах. Понимаете, да? Запах издавала. И в обед тоже была пьянка. Вот и ужин. Значит, в этот день обезьяны были голодные.
А Гемадриловна в этот день употребляла какую-то водицу, где поделиться с кем-то, смотрите, вот это получается святой Михаил, архангел карты, у него 2 сосуда, живая и мертвая вода. А к живой воде относятся чай, вода купленная, там минералочка. Но есть еще и мертвая вода, это огненная вода. Ей принесли. Это скорые события. Значит, еще должна что-то поднести. Значит, продолжение в этот день опять банкет. В общем, вот так проходят дни. И в этот день даже 2 короля были голодные, поэтому и пальчик откусили. А Гемадриловна пила огненную воду. И эта несчастная женщина в этот день раскаивается, что обезьяна, которого она не напоила, совесть ее мучила. Скорость. Чтобы скоро что-то сделать для обезьян. Нет, у меня денег нету. Я самая несчастная. Подождите, милые обезьянки. Ну все, спасибо.